Вот, наговорю тебе на опять по жизни. Убери вот это, короче. Это мало ли кто-то что-то подумает, слушай, не. Но не все знают, что его не хотели никуда брать. Первый геймбой, первый картридж и первое выступление. Окей. В Берлин я попал на автобусе. Дело не в хейте на русских совершенно. Абсолютно точно. Привет всем, меня зовут Егор, и большую часть своего юношества и, в принципе, своей взрослой жизни я занимаюсь музыкой и проектом Balloon Bear, в меру того, насколько у меня это получается, насколько у меня есть на это время. Все дело в том, что тогда был 8BC, типа 8-бит коллектив, и меня, в принципе, заинтересовала такая музыка. Не знаю, как-то она была вокруг, казалась очень доступной. Мне тогда, если мне память не изменяла, мне было лет 16, когда мне стало это все интересно, потому что свой первый геймбой я купил в Москве уже, когда я был в универе. И выходит, что я просто как-то сложилось так, что все знакомства, они как-то были вокруг этой музыки, плюс ко всему в школе просто, я ничем не занимался, у всех были какие-то хобби, и я подумал, почему у меня нет хобби? Я так сидел, почему у меня нет хобби? И решил, что музыка, наверное, самое простое. И как же я ошибался? Это год 2010-2011. Это больше 10 лет назад. По поводу плеера. У меня плеера тогда не было. И из доступных инструментов, типа геймбоя, стоит бабок. Бабок у меня тогда не было. Поэтому я решил... точно! Найду-ка я себе что-нибудь поинтереснее. Или что-нибудь более доступное. И скачался Linux Media Studio. И в ней был геймбой. Вот. И звучало это, конечно, ужасно. А касательно музыки, Walkie-Talkie мне очень сильно нравился, просто до одурения. И Кола Кид, естественно. Само собой, там с Заном мы не сильно, скорее, почти в самом начале познакомились, поэтому Зан, естественно, мне тоже нравился, что он делает. Где я жил? Я жил в Волгограде. В Волгограде таких концертов не было, нет. Точно, на моей памяти я не помню, чтобы был хоть какой-то такой. Поэтому концерты все начались уже, когда я перебрался в Москву. А до этого момента нет. Вообще в городе с какой-то андеграунд-движухой, во всяком случае, на момент 2010-2011 годов ничего не было из того, чтобы я знал в тот момент. Плюс мне было 16 лет. Так что какие концерты? Не сказать, что все отнеслись, скажем так, пробел скептицизмом, да? Что, звучит странно, мелодии я писать не умею, и вообще, никто таким не занимается, Марио, круто. Да, только я, говорил, да, сам такой, я же в Марио никогда не играл. Если касаемо видеоигр, я могу сказать, что у меня была только Sega. На Sega, я помню, я любил очень Comic Zone и Flashback, по-моему, назывался игра. Топовый. Но музлом я не оттуда заразился. Я говорю, что это странно. Я где-то каким-то образом наткнулся на чиптюн и подумал, у меня нет никакого хобби, мне нужно хобби. И я решил, тогда я буду делать точно такую же музыку. В топах тогда был Трей Фрей. Я помню, у него была аватарка с моим соседом Тоттера. Может быть, Walkie-Talkie с Welcome to Zombieland 100%. Кола Кид со Spaceman, потому что это все в топах было.
Остальные я не уверен, но вот эти песни, скорее всего, были первыми, которые я услышал. Первый трек я написал где-то в 2010 году в этом Linux Media Studio. Еще я тогда находился в Волгограде. Это никак не звучало, я его никуда не выложил, типа, зачем? Потом я писал треки на фами-трекере. Типа, мне сказали, ну, то, что ты используешь, это как бы, ну, не совсем то, что тебе нужно, а тебе, скорее всего, нужен фами-трекер. Но мне всегда нравился звук Game Boy, потому что он такой жирный, мощный. И мне казалось, и я не ошибся, что на нем можно делать, ну, довольно-таки, как сказать, полноценные произведения, и при этом не делать для них дополнительно какого-то мастеринга. Первый Game Boy, первый картридж и первое выступление. Окей, смотри. Первый Game Boy я купил, я искал объявления в интернете. Я не уверен, были ли тогда полноценные площадки для поиска. Каким-то образом я нашел, что, по-моему, это было в группе LSDG, что чел, он писал музыку. Я, кстати, ни одного трека его не нашел. Он продавал Game Boy. Типа, я купил у него Game Boy за 1000 рублей. У меня как раз, типа, стипендия была, что-то там тоже 1000 рублей. Я типа, нормальная тема. Купил. Но все оказалось не так просто, потому что для Game Boy нужен картридж. И потом я дополнительно у него купил USB картридж, тот, который из старых, где стоит батарейка и все такое. Ну и я писал, первый альбом у меня вышел в 2012, наверное, год, который назывался Prime, и он канул в лету, скажем так. Ну, в принципе, я им был более-менее доволен, даже сейчас я переслушиваю его, и меня удовлетворяют те идеи, которые там были. А по поводу первого выступления, довольно угарно, тогда было такое место в Москве, называлось Сквот кафе. И в Сквот кафе кто-то сделал какую-то чиптюн вечеринку, где был я, Алексей Огре, 100%, и еще кто-то, Пинвиз, по-моему, был, точно. И я должен был играть в самом-самом конце, и вечеринка была нормальная, вечерняя. Я должен был играть где-то там 22 часа, типа того. Но возникла заминка, Пинвиз опоздал. И поэтому я пролез вместо него, выступил, и всем все понравилось. Я был очень доволен. Очень приятные воспоминания. Жалко даже этого кафе теперь. Вернее, это, наверное, бар, его нет. Я помню, тогда я пришел со своими друзьями, и я выпил что-то несколько шотов перед выступлением, и они так хорошо зашли. Вообще, выступление прям было чума. Ну, не сказать, чтобы. Ну, волнение, оно на самом деле оно каждый раз есть. Каждый раз, когда я выступаю в той или иной мере, но, в принципе, удовлетворительно. Кстати, я не говорил, это первая, на которой я выступал. А есть еще история про первую вечеринку, на которую я пошел. Она мега странная. Это был Швелектроника. Для тех, кто не знает, что такое Швелектроника, это такой проект, который был согласован на каком-то уровне со Швецией непосредственно, в котором музыканты из Швеции электронные приезжали в Россию и играли. И там что-то шведское посольство то ли им покрывало часть расходов на поездку, что-то в этом роде. И это тоже было в Сквот кафе. Я туда пришел, и у меня было 40 рублей. А билет оказалось, что он стоит 50. У меня не было 10 рублей. Я что-то подходил, к одному человеку подошел, спросил 10 рублей. Ко второму подошел. Сказать, ты типа в своем уме, иди, типа, пылесось. И, короче, я не попал, я не посмотрел, там был, по-моему, там был год 80, Go to 80. И у меня даже тут, вот это с этой стороны. Да, висит, то есть, да, рандом там был, но я никого не видел, потому что я так и не попал, у меня не было денег. Мне, кстати, понравилось, больше всего понравилось, когда эту историю, потому что там Фаренхейм играл, когда я Арсению рассказал эту историю,
Он мне сказал, а чё ты, типа, ко мне не подошел, типа, и не спросил, типа, 10 рублей, я бы тебя впустил. Думаю, блин, чувак, мы даже не знакомы были, как бы я к тебе подошел. Я помню про знакомство, что ты закорешился с Заном, и вы писали совместный релиз. И таким образом через Зана я узнал про Bliplab. И если мне память не изменяет, либо я предложил тебе зарелизить на Bliplab, либо ты мне. И я как бы сделал релиз. Туда вошли не просто, типа, я собрал все треки, все, что было. Нет, я туда собрал то, что мне нравится. И даже сейчас, слушая его, в принципе, я считаю, что он звучит более-менее прилично. Даже более чем. Я слышал хуже у других. Поэтому я скажу, что звучало хорошо. Последний релиз у меня был 2 года назад. Soft Power. Без какого-либо лейбла. Очень грустный релиз. На самом деле, если посмотреть как бы историческую ретроспективу того, какие были планы и как они реализовались позднее, это довольно грустная история. План для релиза был прост. Я плачу за мастеринг, я плачу за мерч, и потом я с этим релизом еду в Японию на Square Sounds Festival в Токио. План был такой, он был одобрен, то есть у меня было официальное от Square Sounds приглашение, описанное с деталями и все такое. Я уже метил, думал, блин, как круто. Сейчас, короче, альбом выкачу прямо перед выступлением, потом засуну афишу, и типа это вообще бустанет так сильно. И еще мерч туда вкину. Поеду в Токио с мерчем, там с мерча отобью деньги, а то, что у меня останется, я продам в России и выручу еще, короче, с этого денег. Либо онлайн продам. Вообще топ. Можно было много чего придумать. Да, автограф хотя бы собрать на футболки и типа вообще такие лоты делать. Я думаю, вообще класс. Но потом что-то пошло не так, и начался коронавирус. И в общем, вначале и всем как-то резко стало в Японии не до того, чтобы я туда ездил, или чтобы там вообще были какие-то концерты. Плюс Чебиц накрылся медным тазом, к сожалению. И я, типа, я был шокирован. Я не мог ничего сделать, и, просто откладывал, типа, был в депрессии, был альбом, и мне не хотелось его выпускать, мне не хотелось его дописывать, вот. Блин, везде было весело с лейблами. Есть злосчастный релиз Forever Online, который оказался довольно популярным, и понятно, типа, почему. Он объективно просто хороший. И для того времени он был хороший, и сейчас его послушать, в принципе, приятно. Но не все знают, что его не хотели никуда брать. Короче, я думал, сейчас я возьму его и на Чебитсе выпущу. Мне сказали, что типа никто тебя не знает, мы тебя выпускать не будем, мы не знаем, кто ты такой. Это японский лейбл, основатель Laserbeat, по-моему, и Chipshot. Вот, и я сделал типа превьюху, нарезал типа треки, соединил более-менее, и мне сказали, типа звучит нормально, но тебя никто не знает, поэтому мы тебя выпускать не будем. Я думаю, блин, да, отстой. И потом я посмотрел, что, оказывается, у Триены и 10N у них есть свой лейбл, называется Mad Milky Records. Почему-то я подумал, что меня там захотят увидеть. Но я туда подал, мне сказали, да, все хорошо. Мне 10N сказал, да, все хорошо. Я сейчас типа не могу ничего выпускать, давай позднее. И вот эти завтраки, они были потом, давай потом. На самом деле, насколько мне известно, это фишка чисто японцев. Они никогда не говорят «нет». Ты сам должен понять, когда это «нет» наступило.
И мне понадобилось очень много попыток, чтобы понять, что он не будет ничего выпускать, и поэтому я сколлабился с... Как же это назывался лейбл? Low Toy? Да, с Low Toy. Low Toy согласились, ну и все, дальше было окей. В России я отыграл большую часть своих выступлений. Это были в основном Москва, Санкт-Петербург. К сожалению, по разным причинам, в том числе учеба, работа, мне не удавалось ни разу просто поездить и выступить в каких-то других городах. Очень доволен, всегда очень приятная публика. Когда-то выступления были более кринжовые, когда люди не танцевали. Когда-то было гораздо лучше, люди танцевали. Я в целом доволен, с большим трепетом и отношусь к своим слушателям и очень сильно по ним скучаю. Но вот в Японии не состоялось. А еще была андеграунд вечеринка в Берлине, где-то рядом с какими-то автомойками и так далее. Там никакого ни адреса, ничего нету. Вообще полный трешак. Это было незабываемо, это было очень тяжело. Во-первых, я когда туда приехал, я хотел еще поспать, но я не спал не в дороге. И когда я приехал в Берлин, я там тоже не спал. И суммарное время моего сна составило 4 часа. Я ни хера ничего не соображал. Я просто... все это время я держался на вот этих кофеиновых напитках, которые... фрицкола. Типа фрицкола и мио. Типа пил. И вроде как бодренько. Но чем дальше в ночь все уходило, тем хуже все было. Но в целом я отыграл, я всем доволен. Кто-то там подумал почему-то из публики, что мне вообще треки на Абleton я включаю. Все нажимают кнопочку и спать ложусь. Оно все за меня делает. Говорили, нет, это типа на геймбой сделал. Не может быть. Нет, может. В Берлин я попал на автобусе. Публика, да, не знаю, как по мне, ну типа такая стандартная, наверное, публика для Берлина среди людей, которые ходят на андеграунд вечеринки. То есть очень разные, все по-разному выглядят, все очень по-разному одеты, но всех объединяет то, что им интересно послушать чиптюны. Играл кто? Алиатроникс играла. Мне очень понравилось, кстати. Кто еще играл? Блин, да... Цианид Дансон играл. Я больше не буду комментариев оставлять на эту тему. Играл О4 чиптюн, или как он назывался? 04 чиптюн. Я не помню. Чел из... Типа итальянец, но живет в Германии. Играл Клири. Или я не знаю, как он по-немецки нормально производится. Мне тоже очень понравилось. И, собственно, на этом, наверное, все. Ну, были еще какие-то музыканты, которые такой более уже трэшовый музон играли. Ну, в общем, там было по-разному. Да, Ольга просто, она мне предложила, сказала, вот, есть такой вариант. Я говорю, да. Я говорю, да, окей. Я надеюсь, я заранее извиняюсь. Если я где-то какие-то имена перепутал, это не потому, что я специально их перепутываю. Потому что у меня очень плохая память на имена, честно. Во Вроцлаве я играл один раз. Нет, 2 раза играл. Первый раз меня позвали на открытый микшер, типа я там сыграл. Это был... Это ирландский паб был. Мне бармен сказал, типа, напиши мне, я тебя позову на вечеринку. Еще на какой-нибудь играть, там будет тех. Я написал, но ни на какую вечеринку меня не позвали. И второй раз я тоже играл в Вроцлаве, в клубе Чула Ясноц. И это организовывал Павел. Я опять извиняюсь, если я что-то перепутал. Павел организовывал, у него свой магазин
с ретро-играми. И там вот эта вечеринка, кстати, первая, мне понятно, почему там было мало народу. Это open mic, типа, ну как open mic, но для музыкантов, да. А во второй там были сделаны ошибки все, которые в России научились не делать. То есть была ночная туса в... Ну ладно, это не очень далеко от центра, но она была ночная, и она была в пятницу. Но объективно, ты закончила работу в пятницу. Ты правда хочешь ночью пойти куда-то еще тусоваться? Ну, очень сомнительно. Народу было прям очень-очень мало, но я все равно доволен, потому что под конец мы танцевали, мне доставило большое удовольствие. О, самое лучшее. Даже, наверное, одна из самых лучших это была Retrowave vs Чептюн в Петербурге, на которую тоже кого-то из иностранцев позвали. Там Шарабон, по-моему, был. Да, Шарабон. Точно. И там мне понравилось, как я отыграл, мне понравилось, как публика реагировала. Прям я чувствовал единение, так сказать. Остальные... Ну, их было довольно много, но мне трудно сказать, где... И вот эту вот я прям точно ее запомню, поэтому мне она очень нравится. Я больше всего рад, что она есть в записи на Ютубе. Типа, я очень доволен. А остальные, ну... Нет, но он не особо общительный человек. Я не люблю навязываться людям. Ну, типа, ну, не хочет человек разговаривать, ну, я же не могу его заставить это делать. Да, это был... Я тоже тогда думал, что круто, я выступлю в туре, и как раз поезжу, и все, и вообще, и с Нордлейфом вообще просто легенда. Но, к сожалению, в самый последний день я заболел, причем я заболел очень сильно. У меня была температура под 40, меня всего трясло, колотило. И даже когда я добрался до квартиры, где был Нордлоев и все остальные, я типа был весь бледный. И, ну, типа, мне было по лестнице подниматься, у меня было с одышкой. Типа, с одышкой, тяжело, усталость. И мне говорили, да, это все фигня, все равно езжай. Ну и по итогу, короче, я не то, что не поехал, я даже на той тусовке, которая должна была состояться в Москве, и не сыграл. Вместо меня играл Космопоп. Да не то, чтобы, типа, мы что-то не поделили, просто... как бы сказать поделикать, у Феди Космопопа, у него есть друг один, который очень неправильно, морально неправильно себя повел. И решил, что на вечеринке ничего не было из того, что он сделал. Когда он протянул ко мне руку, я его послал прямым текстом. Он обиделся и начал ходить во время вечеринки к людям и типа жаловаться на них. Ну и Федор, поскольку он его друг, он решил за него вступиться. Ну и Федя, судя по всему, был не совсем хорош в этот момент, и получилось, что получилось. Нет, все никаких ни последствий, ни травм, ничего. Это была постановка, мы все актеры. Все неправда. Этого не было. Да, дело не в хейте на русских совершенно, абсолютно точно. Дело абсолютно точно не в этом. Просто из-за коронавируса, вот этого напряжения, людям начало, откровенно говоря, сносить крышу. И какие-то, не знаю, слова, что-то написанное, что раньше не вызвало бы никакой реакции, начало работать как триггер. То есть просто у чайника, привинченную болтами крышку, начало у всех сносить по полу. Начал выходить пар. И поэтому, ну, просто все попали под раздачу, потому что, ну, гораздо же выгоднее составить свою собственную картину
того, какое событие, чем общаться с людьми. Ты же заведомо знаешь, что они негодяи, поэтому ты с ними не общаешься. Поэтому проще составить свою собственную интерпретацию, но что я могу сказать? Типа, мне как тогда было неинтересно спорить на эту тему, также мне не хочется тратить время на это сейчас. И я считаю, что это было максимально нелепо и вообще неплодотворно. Ну и просто глупо само по себе. Да, людям просто, ну не знаю, им с гетто-паком все просто. Есть пак, который... как звали этого диджея, который его придумал, ты не помнишь? Да, Солт. Он он назывался Гетто Тех. Он был звездой Гетто Теха, и Джон Контлинский нарезал в свое время его, типа, треки на сэмплы. И сэмплы, и с таким названием, как Гетто, сэмплы оказались внутри LSD. И в течение 20 лет, ну ладно, я не знаю, да, LSD же он с 90-х, в течение 20 лет, типа, ни у кого наличие этого пака не вызывало никаких проблем. Ни у кого не было с этим проблем. Но потом в закипающего чайника начали вворачивать болты помощнее, и он стал все сильнее кипеть, и поэтому люди почему-то пришли к выводам, к которым они не должны были приходить. Они почему-то решили, что он назван гетто, потому что хотят кого-то этим оскорбить. Хотя это вообще было безотносительно всего. Оно называлось, потому что это гетто тех был. А диджей Солт. Все. Ну и у одних бомбит, у других бомбит. Вот и все. Ну, в смысле, я был на этом сборнике. Объективно, если говорить, и я и так понимаю, что меня ни на какую вечеринку не позовут. Так что мне было нечего терять, а трек уже был. Ну, потому что люди, не знаю, это вообще довольно странно. По сути, по своей люди в интернете говорят тебе такие вещи, которые они никогда в жизни, когда тебе этого не скажут в разговоре тет-а-тет. Просто потому что люди в интернете и люди в реальной жизни — это два абсолютно разных человека. И поскольку в интернете можно вываливать тонны негатива на других людей и всячески их обзывать, это приводит к тому, что можно строить какое-то мнение. Короче, не позовут, потому что как только я где-то зарекнусь, мне скажут: нет, ты же этот. Короче, нет, у нас тут этот. Появились почему-то какие-то люди, которые контролируют, кто должен выступать, кто не должен выступать, какое соотношение должно быть. Я не знаю. Это все проблемы тех, кто эти вечеринки делает, да. Я не могу на это никак повлиять. Хочу ли я как-то на это влиять? Нет. Мне просто жалко мое собственное время. Я не хочу ни в каких разборках участвовать. Мне, банально, это не интересно. Вся проблема русской чемпион-мантии, она появилась вообще поскольку, да, она просто for lulz, как мой никнейм, он появился просто, типа, for lulz, потому что никто не думал, что дальше что-то будет. Она появилась просто поскольку, хейт, нет никакого хейта по отношению к русским, я тебе скажу честно. Нет. Все крутится на совсем других вещах. Дело все в том, что у людей из-за того, что было очень серьезное напряжение психическое в связи с пандемией и таким достаточно апокалиптичными новостями, у людей начало просто срывать крышу. Все. Вот тебе все объяснить. Просто были бы не мы, был бы кто-то другой, кто что-нибудь не так сказал, и было бы то же самое. Я говорю, что это дело не в том, какая страна. Дело в том, что просто такое время, когда у людей очень мощное психологическое нервное напряжение, из-за чего они не знают, куда его выплескивать, и проще всего это сделать в интернет, чем они, и занимались как бы.
контекст заключается в том, что мы говорим про события 19-20 год, и тогда ни о каких типа взаимодействиях на тему того, что ты из такой-то страны, тогда иди впей. Нет, дело как раз не в этом, дело в том, что просто вот этот апокалипсис, такой апокалиптический пейзаж в мире, который появился в связи с коронавирусом, он был достаточно шокирующим, чтобы у многих людей, многие люди просто перестали адекватно воспринимать информацию и как-то адекватно общаться. Это нормально, но просто кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Все. Да. Очень много склок было. Блин, Чиптюн Свин закрылся. Да много чего было. Все потому, что человек вообще, в принципе, не контролирует свою жизнь в большей степени. В жизни всегда больше случайного, чем не случайного. Просто такая математика. И чем больше человек он ощущает, что он тратит возможность как-то контролировать свою жизнь и планировать ее не только через 2 недели, но и в среднесрочной перспективе, тем больше она неврозность в людях появляется, тем она более становится очевидной. Короче, была мне очень нравится тот кик, какой я делаю. Он такой мягкий, глубокий, очень крутой, и иногда трудно понять, сделан он на геймбое или нет. Это на 4.6.7 LSDG. Не знаю, я не хотел никому давать свой сейв, потому что я боялся, что мне украдут кик. Откуда я это взял, да? То есть можно подумать, ты тоже поддался безумию и тоже сошел с ним? Нет, была такая тема в Великобритании, были чиптюн бои. Люди, собиралась публика, короче, это как версусы, не знаю, говорить версус, это уже кринжово или еще нет? Короче, батлы между чиптюнерами. Пару раз, по-моему, они были. Да. Люди собираются и какие-то отрывки играют, которые они сделали в последние 24 часа. И я делился своим треком с Сэмом Рэем, который 2XAA. И он взял просто, он человек простой, увидел кик, скопировал себя. И на батле, когда его оппонент играл, что-то там худо-бедно, он как врубил, там такое мясо пошло. Прям с моим басом, с моим киком. Я такой, что? Что? А что, так можно было просто забрать? Да, и мне было неприятно, он сказал, я сейчас всем скажу, что я не выиграл в этом батле. Я думаю, мне все равно. Все равно я просто не ожидал. Не очень красиво. Поэтому я так неохотно даю свои LSDJ файлы. Хотя, мне кажется, можно было бы вполне. В чем секрет? Секрет в том, что ты используешь не один питч, а 2. И больше. Один очень резкий, который сильно понижает тональность, а другой более слабый, и он надо сказать, что, наверное, как-то повышает, и он получается, что он глубокий, но одновременно он тон высокий сохраняет под конец сэмпла. И надо делать, естественно, надо делать на пиле. Кик это всегда должно быть на пиле. Если у вас не на пиле, то большая проблема. Раньше это было сообщество, как наверное, анонимные миджборды, люди писали, что хотели. Могли оскорбить, могли похвалить. И за оскорбление никто особо не цеплялся. Может быть, кто-то расстраивался, потому что, если тебе 15-16 лет, и тебе вдруг сказали, ты сделал плохо, наверное, тебе будет очень приятно. А вот сейчас, если мне скажешь, ты сделал плохо, я подумал, я сделал плохо, да. И что дальше? А сейчас я понятия не имею, что происходит в чиптюне. Честно, ни малейшего понятия, я не в курсе. Я не слушаю никаких альбомов особо, кроме твоих, и что у наших выходит, то я слушаю. Остальных я не слушаю, мне просто, не интересно.
Вот, последний, если из зарубежных, что я запомнил, это «Бизнес Пастел». По-моему, он так называется. Ну, типа, прикольно было то, что я послушал с сэмплами. Это очень талантливо. А остальное, ну, я просто... И это было тоже очень давно. Сейчас я боюсь, что я даже тебе не скажу. Я знаю, что у Сэма Рэя 2 икса должен быть релиз на Data Airlines. Его какой-то нонолуп. А так я типа перестал следить, мне перестало быть интересно, у меня появились просто другие заботы в жизни. Но это не означает, что я не собираюсь писать больше музло. Наоборот, мне бы хотелось писать его гораздо чаще. У меня есть желание, и мне кажется, в создании музыки я стал гораздо более смелее относительно тех идей, которые есть. Я думаю следующее, что это отличная возможность для того, чтобы себя выразить и воплотить какие-то свои идеи, чтобы отобразить свои эмоции в музыке, потому что если эта консоль, она достаточно портативная, и все же она, как ни крути, она меньше, чем ноутбук. Я считаю, что, может быть, чиптюн когда-нибудь и будет снова в топе, но он будет в топе только тогда, когда не будет никаких препятствий к тому, чтобы организовывать концерты. И я думаю, что тогда все просто люди найдут выход на то, чтобы снова это не то чтобы популяризовать, чтобы просто этим заниматься. Будущее, понятно, что типа сейчас музла стало меньше, мне абсолютно это ясно. Жизнь, как я уже и говорил до этого, люди ощущают постепенно трату контроля над жизнью, и поэтому в жизни меняются зачастую приоритеты. И плюс, когда ты находишься под давлением, когда ты находишься под стрессом, писать музыку тяжелее. Для того, чтобы писать музыку, должна быть свобода. Не должна болеть голова за то, что будет через месяц. Должна быть для человека возможность планировать не только в короткой и средней перспективе, но и на гораздо более длинные временные отрезки. И рано или поздно, простую вещь скажу, ничто не вечно, и рано или поздно такой момент наступит, и главное не потерять себя в этом мире и не потерять, не утратить желание к тому, чтобы создавать и делиться созданным со всеми остальными. Вот и все. Оставаясь при этом, естественно, адекватным человеком. С концертами, концертов вообще что-то нету. Но чиптюнеры есть известные, есть Ерзмей, он в Гданьске живет. Сам я его никогда не видел, я с ним никогда не переписывался. По поводу игрушек, мне кажется, купить попроще. Здесь есть аналог Озона, скажем так, и на нем люди выставляют объявления. Я даже себе купил, у меня есть дополнительный геймбой работающий. Только да, есть, как обычно, есть работающий геймбой, но заключается в том, что у него кнопки, проседают. У меня нету отвертки с достаточно тонким жалом, чтобы я мог раскрутить и поменять себе прокладки на этих резиновые, на кнопках. Так, да, можно купить. Я уверен, что если даже сейчас я зайду на эту платформу, которой мне не заплатилось, чтобы я сделал рекламную интеграцию, там тоже будут геймбои, и я смогу их купить. С этим нету. С железом, наверное, нету проблем. Тут, главное, чтобы были деньги. С концертами есть проблемы, их просто, не особо часто, и мне вообще по-хорошему надо бы связаться с Павлом, и он вообще предлагал к нему на подкаст сходить. То есть люди, да, видишь, люди, когда они перестают музыку делать, они делают подкаст, они сделают диджей-сет. Вот. Я попал в ту же самую ловушку, к сожалению. Блин, я покупал за какие-то не очень большие деньги. Блин, если бы
если бы мы сейчас не говорили под запись, я бы, может быть, просто зашел бы на этот сайт и глянул бы, что там. Слушай, да, ну хочешь? Посмотрим. О, есть, короче, прокладки и кнопки. Да, есть, вот, пожалуйста. Чел продает с IPS-овским экраном 800 злотых, то есть умножай на 20, где-то на 13, на 20. 12К. Кучеряво живет. Нет, есть классик, есть половина цены классика. Причем это написано скидка, типа 800 это скидка. Это он такие скидки делал. Молодец. 400. Ну, 450, типа, вот она, я так понимаю, что нижняя планка это 7. Ну, их тут, слушай, их тут много. Не, вот есть какой-то оригинал, продает красный за 340. Может, мне его купить? Я сейчас задумался. Слушай, 499 здесь тоже написано, что скидка. Какой щедрый человек. Наверное, целый злотый скин. Блин, мне кажется, что люди очень прилипают сильно к шаблонам, мало экспериментируют одновременно с этим. Я не знаю, просто это зависит от темперамента человека скорее. Я такой человек, которому хочется, чтобы было не то что идеально, но близко к тому, что я сам готов послушать. Некоторые люди делают вот от себя, типа на отвали. На отвали и почему-то пытаются заставить всех остальных людей поверить в то, что это шедевр. Вот. Тут видишь, в чем дело? Это как вот это что-то говорить, это как с этим. Как с Незнайкой, который карикатуры рисовал. То же самое. Вот это забавно, типа, ты меня спрашиваешь, типа, я старый музыкант. Окей, хорошо. Если я старый музыкант, я тебе сейчас отвечу. Смотри. Мне все равно, на чем сделано. Главное, чтобы это было сделано хорошо. Единственное, что когда можно сказать, что да, хуже, чем Чиптион, это чтобы потроллить других людей. Так мне все равно. Что поделаешь? Если вы когда-нибудь думаете, что мне все равно, ну, вы ошиблись, получается. Что бы я хотел донести? Да, что я скучаю, и я надеюсь, что рано или поздно получится. Может быть, не так, как раньше, но и не хуже проводить вместе время. Я думаю, что людям будет не влом куда-то выбраться и где-то отыграть. Я не оставляю надежды. И да, я скучаю. Хотелось бы поменьше суеты, побольше спокойствия. Хотя, да, про меня, наверное, тоже не скажут, что я какой-то, типа, супер спокойный, и это я всех лечу, типа. Да вы там вообще успокойтесь. Не. Но я надеюсь, что будет лучше. Когда-нибудь должно быть лучше. Хуже может быть всегда, но ничто не вечно. И рано или поздно должно быть лучше. Спасибо большое, что дал мне такую возможность пообщаться. Относительно музыки очень хочу начать, но прежде всего мне нужно починить все геймбои, потому что работающих у меня нету. Как только я с этим справлюсь, я надеюсь, что в следующем месяце я отправлю их на починку к Максиму, где бы он ни находился. И как только я получу это все обратно, я думаю, что я снова сяду, потому что руки чешутся. И очень надеюсь, что мне удастся чем-то всех порадовать. Спасибо большое. И до новых встреч.